Всем привет, ребят! Сейчас к нам присоединится Настюша. И я вам как раз расскажу. Это уникальная девушка, которая всю жизнь, ну как всю жизнь, большую часть своей жизни она в спорте. То есть каким только спортом она не занималась. И у нее настолько уникальные практики, она настолько умеет чувствовать свое тело. Так, где она? Запрос. Хотела бы вас с ней познакомить, потому что так как она ведет практики, так как она чувствует тело, но, наверное, таких людей очень мало. Привет. Меня слышно? Привет, русалочка. Меня слышно, да? Да, слышно. Плоховато, но слышно. За наушниками сходить. Попробуй, может быть, лучше будет. А будет лучше, сейчас схожу. Вот, и как раз с Настей, мы с Настей уже знакомы заочно, очень-очень уже давно, наверное, года 4, наверное, уже, вот, по первым сайтам. И так периодически общались. Вот. А сейчас Настя как раз в марафонах, которые закрытые марафоны, она на 7-й день проводит у нас зарядку. Вот это такая зарядка, это такие отзывы, она просто разбивает все тело после вот этих вот зажимов. И это очень круто. Вот. Должно быть лучше. Да, сейчас вообще отлично слышно. Ой. Ага. Давай, Всем Настюша, привет. рассказывай про себя, рассказывай, как ты вообще добралась до своих практик, и расскажи, что ты не просто добралась до практик, не просто то, что ты много уже практик каких попробовала на себе, попробовала, как они действуют на тело, но ты сейчас еще в том процессе, чтобы скомпоновать и сделать свою практику по зову своего тела, как оно будет вообще очень классно и очень круто, и будем это обязательно проверять на марафоне. Да, столько всего. На самом деле, да, я чувствую, что я вот импульсе, да, последняя моя, наверное, с 2013 года, вот исцеляющий импульс Голтиса, я очень долго в нем была, ну, занималась. 4 года я занималась просто без перерыва, ну, в плане по суперкомпенсации, да, но я не пропускала. Я такой просто человек была, не знаю, сейчас как-то по-другому все, который вот сила воли, дисциплина воспитана у меня. Еще если брать там вот эти все натальные карты, у меня там Сатурн сильный, но я сейчас это уже как бы не верю, да, в это все. Ну как, не верю, просто в каком-то периоде ты выходишь из этого и осознаешь, что на тебя это как бы не подвластно, как осознание. И у меня вот это вот все было. Я, если что-то хочу, я прям вот, ну, делаю, не бросаю, вот такое вот. И вот импульс у меня был 4 года, потом он стал как-то так вот, бегать я стала больше. Это если брать вот это последние, да, года. Бегать, мне нравилось бегать, потому что когда бегаешь, мне нравилось, что я в какое-то вхожу состояние, когда приходят инсайты, идеи, там какие-то такие штуки, которые мурашками прям обдают, и прям такое счастье какое-то происходит. Ну, как медитация, что ли, можно назвать, не знаю. Вот. И потом вот это вот импульс перевоплотился в выжимку. Это тоже от импульса, просто методика, ну, как бы сама зарядка очень классная, даже вот подобраться не с чего, да, там все и дыхание, и амплитуда очень грамотно состроено. Но у меня вот тоже сейчас, особенно вот в этих вот днях, хочется как-то вот, она классная, да, ну вот хочется то ли более замедленной, то ли вот такое, что-то более такое
медленно, осознанный какой-то такой. Потому что я и фейс-пластика, и фейс-там-билдинг, все вот это остеопатия, пол-дэнс, легкая атлетика, да, действительно, народные танцы, там, бальные танцы. Все время какое-то было с телом взаимодействие. Ну, даже когда я работала в клубе, я работала официанткой, я все время бегала на каблуках, ну, то есть я много двигалась. Ну, всегда мне нравились всякие там походы, прогулки, вот это вот все. И в какой-то момент, видимо, я уж не знаю, у меня ну вот, не знаю, как активировалось тело, что ли. Оно было всегда, в принципе, да, я его чувствовала. Но вот активация тела произошла, и стала очень как бы чувствовать тело. Ну, плюс питание, видимо, поменялось, да, там еще там в 2011 году. Там сыроедение. А изначально у меня, в принципе, с детства родители, ну, про питание говорили, что там вся эта американская, это все химозное, это не надо кушать. Там я с 20 лет там газировку всю эту не пью, там белый хлеб не ела. То есть у меня как-то заложено было от родителей, даже Кока-Колу не пробовала никогда, там, ни к Макдональдсу не приучена. То есть у меня изначально с детства были какие-то заложенные азы, там, типа, правильное питание. Вот, и поэтому как-то мне всегда хотелось быть здоровой, не пить всякие таблетки, вот это вот все. И, и хотелось быть счастливой. Очень хотелось быть счастливой. Потом я попала там к одной женщине, ну, там узнала Наталья Шафранова, что счастье не в мужчинах, оказывается, что надо внутри счастья, да. Я сделала кучу практик. Я там и кашу предкам варила. А если я делаю, то я делаю прям вот так вот. Там и молилась, и поклоны делала, и там в 4:30 вставала, все это намывала там. Ну, то есть писала утренние там и благодарности, и левой рукой там цель писала, там, все безусловная любовь. Ну, то есть я, ну, такой практикант прям была конкретный, все прорабатывала, все прорабатывала. И, видимо, там мантры читала, и все вот это вот, наверное, в комплексе вместе там с телом, да, потому что по 6-7 часов тренировок, там, и скакалка, и бег, и подтягивания там были, и полденс, и вот этот импульс там, и всякие суперсеты, 9-сеты на пресс там, полденс в перемешку там с растяжкой, с бикрам-йогой. Бикрам-йога — это горячая йога во влажном помещении. Это вообще вызов себе, если вот хотите сделать вызов, это прям и постройнеете, и такое йога осознанная, получается, там ничто тебя не отвлекает на другие мысли. Ну, если ты вот прям вот в моменте, это прям температура и влажность 40 градусов. И вот взять себе челлендж, например, 30 дней, и прям вот там, ну, жарко, да, и влажно. И получается еще асаны делать. И каждый по 2 подхода. И получается, что это все такое, да, отвлекающее, еще надо преподавателя слушать. И ты вот просто вот, ну, сам с собой наедине получается. Вот бикрам-йога, мне кажется, тоже такой толчок дала мне. И малоедение тогда включилось, и курс там запускается. То есть через тело мы можем, ну, вот, включить как бы вот эту активацию, внутреннее видение, сенсорное, не знаю, дыхание. Я вообще так понимаю, что у меня через дыхание, малоедение, вот это вот на Бали, редкоедение такое включилось, и разумность включилась. То есть у меня как-то дыхание стало ночью, да, выключаться, и потом вот как-то, ну, там, через болезнь, как не через лимфоузел, да, вот это все, ну, через разум у меня вот как-то осознанность, и вот это вот включилось. И именно такая осознанность вместе с разумностью, она не давала вот кушать вот это вот еду, она не хотела еда, то есть отвалилась естественным образом. То есть не вот как сейчас я там в практике, а она вот прям как-то очень разумно, именно разумно. Вот осознанно и разумно, мне кажется, это разное немножко. И именно вот там присутствовала разумность такая, то есть она как будто вылетела из моего поля. Через вот это вот, ну, не дыхание, что ли, которое, я так понимаю, включилось вот этим вот действием с телом. Потому что когда я была на Бали, я плавала. То есть я когда, ну, уже там меньше бегала, но больше плавала, там по 2 часа, могла и даже 3 пробовать плавать. И сил было бесконечное количество. Сейчас, конечно, мне еда, наоборот, забирает силы. То есть если я поем, мне не дает силы. Мне, наоборот, тяжело ходить. Такая слабость наваливает, как будто просто мешок положили, и тебе надо его тащить куда-то. Ну, вот так вот, наверное, даже не знаю, что еще такого сказать там. Расскажи, сколько ты уже в практиках, расскажи,
Ты же вообще очень много занимаешься спортом и занималась, и у тебя такие, ну, у тебя такие результаты просто шикарные, у тебя нет уже этих срывов, у тебя на сегодняшний день нет уже откатов. Ты именно вот практик вот, до корней волос. Ну да, я этот экспериментатор-исследователь. Мне всегда было интересно исследовать, да, все на себе, и экспериментировать. В практику ты имеешь в виду и вот этого чистых, да, и или что? Да, да. Ну вот сейчас Потому что на ближайший, чистых днях же по-другому всё чувствуется. да, вообще. Вот сейчас у меня с 9 сентября ну как бы, у меня долго вот тоже вот был период, не получалось после болезни. Я вообще как-то трансформировалась на внутри, не знаю, телесно-психоэмоциональном уровне. Вот названная болезнь не прошла меня как-то мимо. И, ну, я, видимо, сама хотела это. Ну, в общем, была такая трансформация, она, видимо, еще идет, когда как другая личность, не знаю, другой ребенок рождается. И немножко я другая стала. Естественно, у меня вот это вот, у меня стало вот как-то... Раньше я всегда закалялась. 6 лет каждый день. Я ни разу не пропускала, я всегда обливалась, горные источники, все. Вот после короны у меня как-то отношения с водой изменились. Вот сейчас в практике я тоже стала опять желать вот эту холодную воду, обливание. Ну, я могу спонтанно обливаться, то есть не то, что мне это прям всегда стало, но я думаю, это все равно восстановится. Просто вот ушла какая-то такая ритуальность. То есть если я в Абхазии, то я плаваю, например, гуляю. Здесь у меня другое, да. То есть как-то в зависимости от матрицы пространства уже выстраивается отношение с этим миром внешним. Как-то так, что ли. Вот эта чувствительность сильная, она... Ну, она вот как-то руководит, что ли. Просто чувствуешь очень сильное пространство и людей, и что надо делать. Заставить тело уже невозможно. И вот с 9 сентября у меня вот это время, ну, вообще как-то тело вообще на отказ отказалось. Ну, там раз в день было питание. А так-то я уже... Вот это случилось, вообще вся эта тема в январе 2019-го, так скажем, залет вот, спонтанный такой, случайный, не случайный. А вот сейчас, если брать 9 сентября, 4 дня у меня чистых получилось, и вообще у меня такого не было, там, ну, прям подряд именно брать, если. Вот, и потом у меня пошел вот такой каскад разный, там, то 2,5 дня, то 3, то 2 суток, в последнее время были 1,5, и там сок яблок я употребляла. И вот было тут 2 отклона в еду недавно, ну так немножко, и все прелести чувствуешь, и уже как бы осторожно очень сильно, потому что там голова очень сильно начинает болеть, висок, глаз, там глаза вообще красные. Поэтому от еды уже очень сильные такие последствия, и, конечно, это получается как самоистязание. И уже 100 раз подумаешь, ну, разумность это все равно включается, 100 раз подумаешь как бы очень аккуратно с этим. Ну и уже получается, вот как ты говоришь, разговаривать с собой, кто хочет, а съесть, чтобы что? Я еще спрашиваю. А потом я еще такой вопрос задаю. Так, наблюдаем за состоянием. Я же не это состояние. Наблюдаем за состоянием. Просто наблюдаем. И вот если вот не знаешь, куда деть себя, я просто сдаюсь. Я просто сдаюсь, и вот просто ничего не делаю, просто смотрю, не знаю, в окно. Вот просто позволяю себе вот тотальную сдачу и ничего не делать. Потому что это особенно всегда было для меня сложно ничего не делать. И вот эти вот полгода я, в принципе, училась ничего не делать. Ну, так скажем, сдаться. Вообще вот просто довериться телу, потому что тело, оно кодатировано, оно всегда знает, что делать. Оно всегда, вот знаешь, как будто вот оно живет вот свою жизнь, а ты наблюдаешь. И оно очень мудрое, очень самодостаточное, как говорится, самовосстановительная система, особенно если ему не мешать. И как правильно ты говоришь, тело, оно, мне понравилось, как ты сказала, оно не чувствует, ну, как бы, не чувствует боли. Как же ты еще сказала это? Ну, в общем, что оно, как бы, ты говоришь, нечувствительное, да?
Но да, она у нас не может чувствовать боли, она у нас не может чувствовать голода. Да, и вот оно не чувствует Да, это голода-то на самом деле. Оно реально не да, чувствует голод. Ну, оно давно это понятно уже мне, что оно голода не испытывает. Потому что это реально, ну, наши какие-то психические штуки, эмоции. Но вот что я еще заметила очень сильно, это влияние вещей, эмоции в вещах. Знаешь, очень важно, вот именно для меня вообще моя любимая тема — это расхламление, это важно расчищать пространство от вообще ненужных вещей. Ну, это мне прям нравится. Мне прям нравится, чтобы было вот минимализм, мало вещей, только то, что нужно, то, что вот вообще лишнего не было. Вот я прям это чувствую. И в пространстве, чтобы было чисто, чисто как-то, ну, даже выйдешь вот на улицу, чтобы как-то все было так аккуратно, ну, во дворе, да, например, не валялась там вот эта вся. У меня вот друг просто такой захламитель, он просто Хаврошкин. И это капец, как тяжело это. Ну, знаешь, у него тоже включается. Вот вчера 2 глотка воды съел. Говорю, Витя, что ты тут вообще не ешь? Я говорю, тебе наготовила, там все намыла, ты что не ешь? А типа у меня отдых от еды был. Говорю, так, повторюшкин, я тут, ну, вот это вот закормить. Хочется, чтобы он поел, потому что как-то, когда он ест, я как будто, ну, как будто он за меня ест, знаешь, такое ощущение, что вот да, я да, есть питаюсь как такое. будто тем, что он ест. Я не знаю, как это объяснить. Ну, Настюша, расскажи Знаешь, еще, то есть почему? ты же уже, Да, наверное, случилось так, что мама приезжала к нам на один день, увидела, что у нас в холодильнике пусто, и нам передала тут там яблоки, гранат, ну там еду, короче, передала. Я говорю, зачем? Говорю, я наоборот тебя избавляю, там себе на 2 дня даю этот паёк. Что? Спрашиваешь? давай, расскажи тогда, вот ты же, смотри, ты же не просто так, ты сейчас настолько уже стала цельная, настолько ты уже познала, что такое жить без еды. Ты же все равно вот в этом периоде же достаточно долгое время. У тебя уже другое сознание, у тебя другое восприятие. Ты очень долго находишься в спорте, ты много практик использовала. И ты сейчас на том пути, чтобы совместить практику физического тела с практикой ментального, чтобы ты психологию, психику раскрутила за счет именно физического тела. Ты же сейчас вот этим занимаешься, и на сегодняшний день как раз я вам, ребята, забегу немножко вперед, скажу, что вот который марафон у нас 25 числа начнется, с понедельника, Настюша там будет как раз показывать вот свои практики, то, что вот она скомпоновала именно для того, чтобы наше тело максимально смогло расслабиться именно на сухих днях. То есть такой практики у нас еще, ну, я не знаю, то есть есть разные, насколько я знаю, есть разные зарядки, есть разные упражнения, но именно который подбор упражнений под сухие дни, под те состояния, когда тело зажато, а мозг уже просто начинает пульсировать, таких практик у нас практически нет. И Настя как раз вот идет к этому, чтобы именно создать свой вот этот вот комплекс, который будет просто уникальным, и который она будет нам как раз показывать вот в эти 5 дней, которые у нас будет марафон в закрытом клубе. Угу. Ну, это такое. Прям. Просто, знаешь, я когда... Настя задумалась, потому что она все время думает, что она вроде как бы еще не дотягивает. Ну да. Но так как она преподносит эту информацию, но не было еще ни одного человека в марафоне, чтобы он сказал так, ну, Настя, что-то я не понял, что-то мне не зашло, что-то мне не это. Вот. И ей все время такую благодарность шлют после ее зарядок, что вот нужно, видимо, еще ей все-таки в марафоне уже до конца укрепиться, что действительно эти практики, они волшебные. Так это же как раз-таки вот, ну, выжимка. Это как раз-таки выжимка. Потому что она очень, Это выжимка, да. она очень полноценная. Ну как полноценная? Я все равно добавляю там про уши, да, там голова и вот эти все Да, да. штуки. Я бы, знаешь, я бы, наверное, то, что отдельно от выжимки, отдельно бы, ну, как бы создала. Но и то, оно будет, например, не на все тело сразу. Например, на грудной отдел. Потому что, например, я чувствую, что на 3-4 день вот этот грудной отдел, каркас, кости, вот это все, начинаешь очень чувствовать, особенно когда уже вес спадает, начинаешь вот этот вот
верхний каркас чувствовать, особенно если проблемы в позвоночнике, вот как у меня, например. У меня левосторонний сколиоз, остеохондроз. Кстати, вот я в чистый зашла, у меня остеохондроз вообще, ну, очень снизился. Ну, можно сказать, почти прошел. И вот этот вот сколиоз, и вот это вот все кости, вот неровности, она дает о себе знать. Возможно, она начинает как-то восстанавливаться, там, не знаю, что происходит, но мне вот именно требуется грудной отдел. И я нашла такой классный комплекс, сделала его, и мне очень он зашел. Я прям сразу почувствовала себя хорошо. Вот. Потом, когда у меня была такая проблема, у меня вот живот как-то выпирал, да, я разобралась, почему выпирает живот. Ну, как бы такое. Там и остеопатические практики, то есть вообще, почему, ну, как бы убрать живот, не качая вот этот пресс, да, то есть именно такой грамотный подход, там, это вот ну, эти вот диафрагмы, во-первых, да, там тазовая диафрагма, все вот эти диафрагмы, ну и разные там упражнения еще. Вот. Такой вот комплекс был тоже, который я сама на себе там целый месяц занималась, там практиковала, у меня стали тоже улучшения. То есть потом мне нравится заниматься с лицом. Ну, то есть, не, ну, как бы, вот это с точки зрения там остеопатии и нервной системы. Это вот такой есть метод Фельденкрайза, вообще на него обучение есть такое, ну, то есть это нервная система. И вообще все, в принципе, наши органы и лицо, оно взаимосвязано. И вот эти все провисы и внутренние органы, они тоже очень зависят. То есть можно заниматься лицом, а провисы не уходят, да, или какие-то там проблемы с лицом. Это все значит ну, уже орган, да, то есть что-то надо с внутренним органом делать. И есть взаимосвязь органов и зон там на лице, да, определенная. Ну, психосоматика, что ли. Вот это тоже мне интересная тема. Вот. То есть, если брать новое, то не выжимку, так сказать, то это уже такое точечное. И мне очень нравится бикрам-йога, потому что как-то у меня тоже болела спина, и ничего мне не помогало. Ну, у меня там невралгия какая-то была, я не хотела, как у меня было в 17 лет, там, всякие уколы прокалывать, ну, естественно, вот это все. Я пошла на бикрам-йогу. Вот. И там у меня прошла спина. Через какое-то время, там месяц я занималась где-то, и все. Там тоже очень грамотно, но там единственное, надо увлажнитель и обогреватель. То есть создать себе примерные условия. Вот там тоже очень классно подобран комплекс, и тоже он идет там по 2 подхода, что мне очень помогло. И плюс у меня, конечно, наработки. То есть, ну, то, что мне давали мои там личные, там, так сказать, когда я ходила там вот, на висцеральный массаж, да, когда мне давали уже там, ну и вообще я все время вот это пополняла там запас по багажу, что заниматься как с телом, это грушевидная мышца наша, которую очень важно тянуть, там тоже очень много всего зажато. Еще там какая-то мышца, забыла, там тоже внутри, мышца здоровья. Ну, это все мышцы здоровья, вот эта подвздошно-поясничная мышца, ее тоже важно тянуть, потому что она со временем у нас такая досокращается, и поэтому в старчестве у нас такой очень короткий шаг становится, и, ну, люди так сгибаются, и вот это вот, поняли, да, вот подвздошная, где бедро и вот это живот, вот эта вот мышца, она у нас сокращается, очень важно тянуть. Тоже ее с точки зрения остеопатии можно тянуть, то есть с дыханием, да, статика изометрическое напряжение, это как раз-таки из импульса, да, но она и в остеопатии. Вот эта статика изометрическое напряжение, я узнала, когда обучалась на таких курсах, что это тоже, оказывается, в остеопатии применяется. Даже растяжка уже сейчас грамотная со статикой изометрическим напряжением идет. Вот. Ну и ДЦП также лечится. Вот как, почему в импульсе лечится? Потому что там статика динамика, статика изометрия. Напряжение вот это. Вот. И ну, много наработок. У меня там куча листов исписано, так и не скажешь обо всем. Вот это вот у нас мышца молодости тоже очень важная. Есть упражнения, да. Потом, чтобы грудной отдел открывать, у нас есть упражнение у меня классное в дверном проеме. Когда мы просто тоже с точки зрения остеопатии там делаем вдохи-выдохи, давим, да, и у нас вот эта часть раскрывается. Ну, блокировка, так скажем, плечевых суставов, чтобы энергия, да, хорошо шла, чтобы мы чувствовали вот это вот, там, огонь, там, руки прислонить, чтобы мы чувствовали эту энергию огня, да, и вообще вот это руки, да, это же наше, вот, как сказать, сердце, да, вот это все, чтобы должно быть чистое. Вообще все у нас должно быть чистое тело. А чистое тело
расслабленное тело, без напряжения, потому что во всех органах скапливается эмоция, напряжение. Вот очень классно даже в астральный массаж, ну, на самом деле, делать и самим, да, не самим, а если умеете, да, расслаблять живот, там говорят, да, но это тоже аккуратно, если там, как ты говоришь, Свет, на чистых днях органы очень подвержены перемещению, здесь, конечно, только ну, грамотно, если грамотный специалист или кто. Вот, и поэтому что-то я мысль потеряла. Я говорила, что Ты уже столько важных вещей да, сказала, мне кажется, это вообще вот эти мышцы, просто да, и, информация. вот грудное отдел, да, что раскрываешь, и получается вот эти зажимы, они все уходят, то есть, конечно же, важно работать, меридианчики простукивать, есть там, да, массаж меридианов, да, когда мы сами себя прохлопываем, с утра будет вытягиваться, на пяточках ходить, есть еще подобное упражнение, что на пяточках ходить, ты говоришь, да, есть подобное встряхивание в импульсе, это тоже на пяточках такая, 100-120 ударов, в 2 минутки мы себя пробуждаем на пяточках. Ну, это такие небольшие подъемы, и пятками удар, там, 1 сантиметр от носочка поднимаем, и удар такой ровненько стоим, делаем. Там у некоторых даже зрение сразу улучшается, там яркость, какое-то видение. Ну, то есть такое, оно там много профилактического значения имеет это упражнение. Его можно делать и утром, и вечером, и в обед вообще. И когда вот ты говоришь про пяточки, я тоже вот сразу вот это вот встряхивание вспоминаю. То есть вот эти все... Потом вот это, чтобы вот этот вот горб не рос, да, вот часто растет. Вот здесь я много вижу, даже у мамы, вот это вот место, оно часто тоже... И есть тоже упражнение очень классное, оно вообще простое, ну тоже просто зацепляем туда вдоль позвоночника максимально пальцы и вот делаем по 50-100 раз. Только они когда сползают, мы опять туда поправляем и ну, опять делаем. Это тоже я у остеопата классно, вот когда проходила курс, он давал такое. То есть я вот, знаешь, когда прохожу курс, я прям какие-то такие суперские, которые мне очень нравятся, я себе беру на заметку, и потом они у меня раз вспоминаются, и я их делаю. Вот. И как-то так вот в потоке. В потоке вот так вот. Я прям уже сама жду, когда у нас начнется понедельник, потому что я уже сама хочу все эти упражнения испытать на себе, которые ты будешь на нас свой курс собирать. И это будет очень клево, очень классно. Слушай, ребят, мы вас всех ждем, конечно, в закрытом клубе, потому что Настя у нас там просто будет зажигать. можно тогда просто частями на все дни как-то распределить, то не сразу по часу, да, там по 20 минут. Да, конечно, там конечно. лицом позанимались, там животом позанимались, грудным отделом позанимались. Эти мышцы молодости здоровья прокачали там. Грудное отдел открыли. Да, если ребятам потом это... то мы, может быть, будем такие... Да, может быть, будем такие марафоны устраивать в закрытом клубе не раз в месяц, например, 2 раза в месяц. Может быть, какие-то совместные потом. Потому что у нас будет и Рима, и Настя. У нас будет во вторник, по-моему, во вторник, в среду у нас будет либо Светлана, которая будет рассказывать, как она будет через танец вытаскивать в свое состояние, наше состояние. И у нас будет в следующую пятницу еще Лариса, которая будет делиться своим опытом. Потому что многие говорят, ой, я возрастная такая тетенька, мне уже поздно. У нас Ларисе, по-моему, 72 по-моему, года, даже да? 73. И там вообще, вообще, или 73. Она у нас ну, вообще... это просто огонь. Она классная, у нее такой опыт, и для такого возраста, то есть это будет актуально людям, кто в возрасте, какие у нее, сколько дней было, да, чистых, как она, у нее там тоже чудеса происходят, как осознание у нее классное. Тоже вот это вот, так скажем, вот это вот, как у меня, ой, да нет, я еще не это, там, я еще не то, вот, а она такая мощная, и у нее разговор, у нее все нормально, и вот это вот какое-то все не до, как бы, как сегодня мне подруга сказала, есть вот самозванец, а она назвала это не самозванец, а полукровка. Типа вот все время, что полу-полу. Как-то она назвала этот синдром полукровки, когда все время кажется, что ты там еще не до что-то. Вот. И мне понравилось. Вот, Светик, вообще я очень рада, что я все-таки, я так боялась тебе, помню, написать, хотя мы общались с тобой давно, может, там знакомы-то еще уж 3 года, ну как, чуть около 3 лет, ну вот, как я попала в чат, это был конец 2018, наверное, начало 2019. Ну, как я вот на Бали уехала, вот, и ты говоришь, что уже была там, то есть какое-то время этот чат работал, вот, ну, это около 3 лет, и я помню, мы там с тобой общались,
по поводу импульса как Да, раз-таки, я да. помню, ты мне писала. И мы в астрологии там были в чате вместе, и там вот это вот все, психоанализ этого, как его, Лакана. И Макана. да, и потом я смотрю, ух ты, Света повезло, она у нее там все получилось. Я такая, все долго тебе собиралась написать. И потом вот чисто зашла, и вот чуть-чуть это, и написала все-таки. И очень классно с тобой. Знаешь, мне что нравится, что ты очень такая искренняя, очень доступная, простая и такая теплая у тебя энергия. Вот, знаешь, в тебя хочется дотронуться, ну, в плане дотронуться не физически, ну, физически как бы, да, но я имею в виду коснуться в плане повзаимодействовать, что очень ценно, потому что и все не так, не заумно, все на русский наш язык, этот вот 3D-шный переведено, так скажем. И чувствуется вот это вот, как бы вот, ну, что ты как бы не ставишь себя там никак, да, вот ты вот просто как обычный человек общаешься, и это, конечно, все очень, ну, ценно. И то, что ты, вот эфир недавно был у вас там до Рима, вот он такой тоже откровенный, такой искренний, и это все так поддерживает, ну, поддерживает, потому что ты понимаешь, что вот Света, она же тоже, у нее есть все так, и тоже бывает там всякие штуки, и психические, и все то, что и проходишь, ну, как бы, очень здорово, что вот ты доступна вот в плане такого, не знаю, как это сказать, просто простоты какой-то, искренности, не знаю, ты как-то вот реально наравне всегда общаешься, всегда наравне, вот даже на марафонах, да, я ж там слушаю, да, все это, вижу, как ты общаешься, и я понимаю, что и ты всегда каждому вот подход находишь, видишь, чувствуешь, ну, это вот здорово. Спасибо большое, Настюша. Так что с тобой очень Ребятки, классно. если есть вопросы, задавайте вопросы Насте. Если нет вопросов, то мы вас ждем в клубе. Мы и в клубе ждем, и в марафонах ждем. И Настя, может быть, еще свои какие-то. Добрый вечер. Я вас обоих очень люблю. Давно слежу за вами. Спасибо, Спасибо, Верочка. благодарю. Мы тоже вас любим. Так приятно. Да, может быть, Настюша потом сделает еще свой какой-то марафон именно по физике. Я Вот, проводила год поэтому назад, и вот потом у меня случилось это, и я вообще пропала, исчезла с Инстаграма. Я проводила чувствование себя через тело, разные практики давала. И лицом занимались, и осанкой занимались. Я еще по осанке же, да, изучала. Осанкой мы занимались, комплекс давала. Много всего там. Каждый день мы по-разному чувствовали тело. И эфир проводила. То есть каждый день то лицо, то осанка, то выжимка, то методику сокращенную, 5 упражнений была. То мы тазом, дном, вот этим вот животом занимались. Да, ну это пока я, не знаю, ресурса не чувствую. Может быть, пока с тобой повзаимодействую, я почувствую и что-нибудь начну обратно проводить, не знаю. ага, Вера пишет. Вчера была на эфире со Светланой и стеснялась задать вопрос. Верочка, не стесняйтесь, потому что вы стесняетесь задать вопрос, еще кто-то стесняется задать вопрос. А люди как об этом узнают? Только через ваши вопросы, через наши ответы мы все познаем друг друга, мы все познаем эти ситуации. Поэтому не стесняйтесь, потому что кому-то он тоже очень пригодится, кому-то тоже очень понадобятся эти ответы, эти вопросы. Это очень важно. Поэтому, ребят, ни в коем случае не стесняйтесь. Пусть даже вам кажется, что он какой-то дурацкий, глупый или еще какой-нибудь, обязательно задавайте. Да, главное не молчать. Я вот тоже Свете же боялась все написать. И думаю, ну что я боюсь? Я же, ну, получу ответ, да, нет, ну, как бы, ничего меня не сделают за это. И вот также я сейчас прохожу обучение еще по коммерческому праву. Ну, вот это естественное право, это когда, ну, так скажем, ты учишься грамотно взаимодействовать с системой. И там тоже говорится, ну, пока мы молчим, мы не волеизъявляемся никак. Ну, волеизъявление там по разным, да, направлениям. То есть важно всегда заявлять, а иначе система будет работать по методу системы с человеком, да. Вот также важно не молчать, важно всегда, потому что молчание в нашей уже сейчас, да, системе, это как знак согласия. Если мы на какие-то письма не отвечаем, да, то есть, ну, согласен человек, значит, ну, делаем, как бы, так как у нас с рождения дано вот этот вот, сертификат, этот свидетельство о рождении, то мы как бы вообще, ну, отданы
так скажем, этой системе, а из нее можно так, ну, не то что выйти, а взаимодействовать грамотно. Ну, это, ладно, это такая тема в изучении длительном. Я вот тоже на обучении, там голова вообще от информации просто пухнет, можно сказать. Сложная информация. Так что важно говорить, да, важно не бояться ничего. Как правильно, Свет, ты говоришь про страх на марафоне. Да, страх это только у нас в голове. Его не бывает, его не существует. Страх это всего лишь мысль, которую мы придумали, в которую мы поверили. Да. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, не бойтесь, открывайтесь. Мы для вас открыты, мы перед вами открываемся, и вы открываетесь. У нас есть только Только этот тогда день. мы будем Вот сейчас есть. И нужно прям вот пришла мысль, ее сразу реализовать. Я этому учусь. О, вопрос. У меня была проблема зажора, не могу с этим ничего сделать. Ох, ну про зажоры, наверное, мы просто не успеем сейчас сказать. Вер, если вы не присоединились, если у вас же есть Инстаграм, вы, наверное, с Ютуба задаете вопрос. Ну, на Ютубе там очень большой ролик, я просто сейчас не успею ответить на этот вопрос. И в Инстаграме, в закрытом клубе, мы тоже обсуждали эти моменты. Вот. Я только не понимаю, то ли Инстаграм у меня завис, то ли только у Настены зависает. Может быть, у меня зависает, потому Зажоры что у меня это как деревенский интернет. Ну, в плане, здесь всё ясно. мой интернет, у меня Wi-Fi нет, и он здесь бывает проваливается иногда. Зажоры это, конечно же, наша голова, это наша непрокачанная психика. И здесь очень много вот этих вот аспектов, которые влияют. Во-первых, неправильный заход в сухие дни. Это очень важно. Во-вторых, неправильный выход. Если вы неправильно выйдете из сухих дней, то в следующий раз вам будет очень тяжело зайти. Ваша психика вам не даст это сделать. Ну, по крайней мере, будет очень сопротивляться. Поэтому здесь настолько вот нужно вот это вот все тонко делать. И когда вы это поймете, вы поймете, что наше тело, оно, в принципе, оно не хочет есть. И ваша голова даже готова отпустить это тело, чтобы вы дальше шли. Но это нужно сделать настолько экологично, настолько правильно и настолько разумно. И это должно быть обязательно в легкости. Как только вы начинаете себя ломать, вам тут же дает ответ ваша голова и ваше тело. У Светланы картинка лучше, начисто стала проваливаться немного. Ага. Так, добрый вечер. Настя, сколько вам лет? Что вы кушаете, когда едите? Настен, к тебе вопрос. Вот этот вопрос про возраст, я вообще так уже, не знаете, не люблю ассоциировать себя с возрастом. Но если сказать про телу там, по нашему исчислению, да, которое тоже там, если копнуть дальше, да, то у нас там не 12 месяцев, 13, вот это вот все вдаваться. Ну, ему 38. А что я кушала, ну, то есть я в основном соки пила, ну, и то, как пила, это громко сказано, что я там пила соки, там, повысасывала яблочки из дерева. Сейчас кончились они, и вот друг притащил продукты, и что я съела? Я съела авокадо, и я уж не помню даже. И что-то повысасывала тоже, яблоки, по-моему. Вот. И финики, по-моему, еще несколько съела штук. То есть я, ну, как бы, и даже вот от такой пищи, ну, видимо, лишнее было плохо. Вот. Поэтому здесь уже важно и количество, важно количество. И лучше, конечно, для меня лично меньше клетчатки, то есть чуть-чуть там, типа как игра происходит. Даже я могу просто пожевать, там чуть-чуть повысовывать и выплюнуть. То есть мне больше как бы, ну, какое-то такое. Даже я могу куснуть 2 раза яблоко, там одно, второе просто понадкусывать, и все, и уйти. То есть, ну, это как бы вот для меня вот могу так выйти. То есть это как бы, ну, такое как-то, не знаю даже, как это назвать. Ой. Ну вот, блин. Психическое, наверное. Во рту становится так не очень приятно. И, ну, на 3-й сутки, например, да, там.
и все. И хочется какой-то вот вкус, и такое вот состояние, думаю, блин, мне еще эфир проводить, и что-то такое начинаешь там придумывать это. А когда вот 1,5 у меня было суток, я выходила, там вообще не хочется ни пить, ни есть, во рту хорошо. Но у Светы тоже был эфир, почему мы выходим, вот, в закрытом аккаунте. Потому что, Да, потому что потому что, присоединяйтесь, да. там все Это услышите. такая Да. тема, блин. Вот так. Вопрос. Света, много раз слышала от тебя, что аспекты могут быть физическими, психическими и психологическими. Чем последние два отличаются друг от друга? Психические и психологические, то есть, смотрите, психические – это наша психика, это наши эмоции, это наши чувствования. А психологические – это те крючки, те якоря, которые нас держат. Это, то есть, это те какие-то непроработанные, либо какие-то для нас болезненные ситуации, психологические ситуации. То есть одно чувствование, что мы чувствуем, а другое — это ситуация, это психология. Так, Вера, так, вчера не могла найти ваш закрытый клуб. Вера, напишите тогда в Инстаграм, можете написать мою основную страницу, либо в школу, и вам скинут все данные. Там зайти надо в топ-линк в шапке профиля и найти просто пункт «Закрытый клуб». И там есть номер карточки, скопировать его и заплатить. Да, и запрос делать в закрытый клуб, и все. И вы там, вы с нами. До понедельника как раз еще у вас есть целых 2 дня присоединиться, чтобы, марафончик как пройти все вместе. Ребят, если вопросов больше нет, то мы тогда на сегодня будем заканчивать эфир, потому что еще у нас сегодня последний день марафона, возможно, дня. Да, с ребятами хочется тоже поболтать, увидеться, все у них какие-то моменты, которые недопоняты, проработать успеть. Вот, поэтому всем огромное спасибо. Настюш, тебе огромное спасибо. Я очень рада, что ты с нами, очень рада, что ты в клубе, очень рада, что ты будешь с нами в марафонах. Просто это класс, просто это кайф. Спасибо всем, ребята, Я тебе огромное. благодарна очень. И да, и под этим видео тоже ссылочку на Инстаграм Настены я оставлю. Если какие-то вопросы будут, пишите ей в директ, в личку, она ответит тоже на все ваши вопросы. Угу. Всех обнимаю, всем спасибо, что были с нами. Все, благодарю.